Юзер КЛ. Творчество далеко не всегда безоблачный легкий процесс. Творческое рождение произведения вызывает разные чувства. В какой-то момент испытываешь больше эмоциональный накал, а потом разрядка и радость. А степень удовольствия часто зависит от того, насколько удалось воплотить задуманное. Это к вам не относится. Это я к себе напомнил, что не надо много пить. Я вчера гулял по Семиизу, и какой-то дядя по барабану так колотил, бум-бум-бум-бум. Ну, я близким говорю, ну, он, наверное, пьяный. А мне возражают, что вот он просто играть не умеет. Типа, поди сыграй ты. Я говорю, ну, давай, хорошо, пойдем. Попросим у него протестировать инструмент. Хороший африканский барабан. Я немного отдохнул, насладился этим инструментом. Ну и с легкостью воплотил задуманное. Ну, я имею в виду, поиграл на нем. Так в этом смысле легкость, может быть, и главное. Если тяжело идет, так в мучениях, нужно просто отставить, немножко переключиться на другое. И, глядишь, придет какое-то решение. Марина Арская. Сегодня посетила арт-пространство «Коробка», получила большое удовольствие от ваших картин. Спасибо большое, Марина. Выставка проработает до 11 августа. Автозаводская, 18, Ривьера, 2 этаж. Приезжайте. Маританна. Чтобы писать, как видишь, нужно сначала научиться видеть. Абсолютно верно. Этим мы и занимаемся на моих мастер-классах. Ближайший состоится через неделю, 9 августа в Гурзуфе. Приезжайте. 9, 10, 11. Если нет возможности приехать, заходите на сайт. Сейчас акция на урок с обратной связью. Натюрморт с виноградом. Вы посмотрите, как я пишу его в 2 частях урок. И потом присылаете свою версию этого натюрморта, либо свой пишите мне на разбор. По поводу того, чтобы писать, нужно сначала видеть, абсолютно верно. Собственно, на семинарах я не учу писать, а учу видеть, замечать разницу в пятнах. Все поделить, разделить и властвовать. Ну, для этого нужно просто действительно делить мир, который, вот окно композиции, которое мы с вами выбрали, делить на составляющие. Это непросто, вообще непросто понять вот это композиционное решение, оно выигрышное или нет, пока не сделаешь. Поэтому-то лучше делать почеркушки, несколько вариантов и потом выбирать самый лучший. Но только так формируется видение, а как еще? Я другого пути не знаю. В работе. User Y и для перс выставки сколько картин потребуется для перс? 1. Ну, вспомните, в Пушкинском была же персональная выставка Рафаэля Санти. Сикстинская Мадонна, надо написать такую значимую работу, чтобы стояла очередь. Ну, нашелся же человек, который это сделал, написал. Давайте ставить планку высокую. Зачем занижать свои способности, свои умения? User S. Где вас найти, если YouTube заблокирует? Ну, в Телеграме, в каждом видео, под каждым видео есть ссылки на Телеграм, еще Яндекс.Дзен. И там я размещаю видео, так что не потеряемся. А потом, конечно, вы знаете, как смотреть на YouTube ролики. Если нет, ну, спросите у кого, кто хоть как-то разбирается в компьютере, вам помогут. Аня Белинская. Не пойму до конца, конца. До, наверное, конца. В чем отличие импрессионизма, постимпрессионизма, который перетек в фавизм? Мой вопрос, это все одно и то же? Или чем-то прям явственно отличается? А можно вам задать вопрос, а чем он обусловлен? Ну, группы объединялись между собой, назвались как-то. Потом другая группа объединилась, тоже как-то назвались, чтобы чуть-чуть отличаться. Смысл-то один. Они писали впечатление, свое ощущение того, что
ощущение мира. Ну что может измениться в нашем вот зрительском понимании, если кто-то, я не знаю, на картину Ван Гога скажет, что это модерновый супермодернизм. Ну что изменится? Она что, перестанет существовать или перестанет вас волновать? Вот это мне всегда непонятно. Какая разница, какие измы существуют вообще? Картина, она тебя заводит, волнует или нет? Вот что. А это все. Это для искусствоведов, которые все систематизируют, классифицируют, по полочкам раскладывают. Но это просто для удобства. Ну и может быть какая-то пиар-компания, что мы вот фависты, мы вообще бубновые валетчики какие-нибудь там еще. Ну прочтете вы в меню какой-нибудь желтокудрый кули-мули, закажете, а принесут яичницу, омлет. Что, она перестанет быть яичницей, что ли, кули-мули это? Нет, ну может быть действительно для кого-то, кто раскладывает это, важно. Друзья, включайтесь, я просто все в ауте, не знаю, как ответить. Помогайте. Светлана. Так захотелось постоять за художником и посмотреть, как так божественно можно рисовать. Это сверх моего понимания, Вячеслав. Спасибо за выставку. О, вопрос. Могли бы вы разобрать картину послойно? «Февральская лазурь». Как вы видите работу? Буду премного благодарна. Вопросов много, я не успеваю отвечать. Может быть, это о работе Грабаря? Да как-то вот прям разбирать мне очень сложно. Ствол дерева, свет на снегу. Смотрите, чтобы не попадало по пятну, по цвету. В тоне они могут быть близки. Тени на снегу. Смотрите, чтобы не попадало в небеса. Если попадает, надо смотреть. Ну, зачем, чтобы что-то там конфликтовало. Или там листва с дальними деревами. Дальние дерева со стволом внизу, с корой. Когда все не попадает, то все хорошо. Композиционно у меня нет никаких вопросов. По живописи вроде бы тоже все отличается. Я видел эту картину на выставке. Очень производит большое впечатление. Май Борисович, как добиться легкости в картине? На самом деле просто. Надо покупать маленькие кисти. Легкие. Ну, шутка, конечно. Не, маленькими кистями большую работу, вот 2-метровую или 3-метровую. Что вы будете, сколько вы будете лет ее делать, маленькой кисточкой? Нужно валиком сначала все замазать по пятну, все взять, заложить отношения, а потом в самую последнюю очередь маленькой кисточкой. Легкости можно не достичь. Легкость достигается видением. Ну, конечно, вы пошутили, я понимаю. Легкость – это согласование больших масс в картине. Вот если они согласованы, если они звучат, ну, как вот это объяснить? Вот звучит или не звучит? Я думаю, каждый из нас, ну, сам понимает, вот это, вот появляется звучание. Голоса какие-то, как будто мопед проехал, и бум, голоса. А тебе кажется, что ничего нет. Тихо. Если такое случается, надо бежать к врачу. А если у врача тоже голоса? Кто здесь, скажет врач? Кто здесь? Арчи Арт. А где это Коровин так учил? Где почитать? Ну, его всяческие умные мысли разбросаны, как крупицы, везде читать. Ну, 2-томник вышел Коровина, его воспоминания. Он же начал терять зрение в конце жизни, начал писать книгу. Очень интересно читать какие-то письма друзьям. Ну, там, где прямая речь великих людей, это очень интересно, потому что это не придумано, а вот прямо от него, от его сердца и ума исходит. И можно что-то вытащить. Бывает, что какая-то фраза очень сильно цепляет и меняет вообще понимание живописи. Друзья, напомню, что программа моих классов есть на сайте. Посмотрите, пожалуйста, и включайтесь, присылайте свои заявки. Будем грызть гранит живописной науки вместе и стремиться к мастерству. Ну, если нравится, так нажимайте там какую-нибудь кнопочку и подписывайтесь, делитесь с друзьями. Ну, пока.